Надеюсь, меня не посадят. Америка катится к низу. Врут, что у них все там хорошо, что они правдивая демократия. Российская государственная пропаганда каждый день рассказывает о загнивающем Западе, о том, что Америка вот-вот рухнет, что доллар – ничто по сравнению с деревянным рублем. Они всякие гадости делают. За 20 лет американцы увидели уже 4 президентов. Они марионетки. Демократия, вот эта распущенность, вот эта вседозволенность. У них нету добра. Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден. Ни один из них не был преемником. Каждый побеждал на выборах в жесткой борьбе. Мы их выбираем всегда, особенно Трампа. Мы бы ходили все в радуге. Мы уже были бы голубая, синяя. Точно знаю, что они не такие, как мы. Мы хотим в мире жить, а вместо этого воюют американцы. С Трампом повезло, потому что он прикольный. Везет ли Америке с президентами? Повезло ли с бессменным главой государства? Нам об этом и спросили простых россиян на улицах столицы. Люди там живут тупые, безмозглые, как и у нас. В Америке за последние 20 лет было 4 президента. Как считаете, Америке повезло с ними или нет? Я считаю, что Америке повезло иметь разных президентов. А нам повезло за 20 лет с одним президентом? Понимаете, я не являюсь гражданкой России, но я являюсь гражданкой Беларуси, поэтому у меня примерно такая же история. И, естественно, я считаю, что сменяемость власти – это самое важное, не знаю, демократическое право людей. Думаю, не очень. А почему? Ну, потому что человек должен быть энергичен, молод и с новыми взглядами на жизнь, скажем так. Я вне политики, девочки. У меня возраст уже 8-й десяток. Скоро 80. Это им судить. Вы извините. Почему? Нам повезло с нашим президентом, я так думаю. Потому что я военный, я знаю, что это такое. А им как считаете? А им? Ну, у них другая жизнь. У них другая. Я после в Германии служил, я в других странах служил. Я знаю, они по-другому думают, по-другому воспитаны. Может быть, им и повезло. Нет, наверное, скорее всего. А почему? Ну, не устраивают они меня. А чем они не устраивают? Чем вот они? Слишком агрессивные политику против России держат. А нам повезло? С президентом? Нас не 4, Не. Ну, я думаю, с Байденом сейчас повезло. Все-таки он спокойный, разумный человек. И я по последним шагам вижу, что нормально, с нами отношения налаживают, войны прекращают. А нам повезло? У нас, правда, не 4, а 1. Повезло ли нам? Ну, если сравнить с предыдущими, то да. То есть я помню Брежнева, ну, если даже Советский Союз брать, Андропова, Черненко, бесконечная череда вот этих старичков, Ельцин полупьяный. Это, конечно, повезло. По сравнению с ними, да. Думаю, да. Почему бы и нет? То есть, что Трамп хорошо правил страной. Так что, думаю, да. А нам повезло в России с президентом? Надеюсь, меня не посадят. Ну, я думаю, что можно было и поменять. Нет. А почему? Ну, наш лучше. Я думаю, не повезло. Почему? Да потому что мы их выбираем всегда, особенно Трампа. Чтобы говорить про Америку как про государство, нужно сначала научиться честно и правда говорить про нашу страну. Демократия – это сменяемость власти в первую очередь, а потом уже изменения в стране, потом уже непосредственно все вот эти вот обстоятельства в стране. И только со сменяемостью власти мы можем говорить о каком-то прогрессе. Когда у нас в стране правит человек, бывший внутренних дел КГБ, да, тогда у нас страна будет всегда закрытой, полицейской, ну и превратимся мы в какую-нибудь бедную, никому не нужную Беларусь. Пьянина беспросыпная. Америка. Повезло. А чем повезло? Меняются. Посмотрели, какие разные могут у них быть перспективы в развитии с одним, с другим, с третьим и с четвертым президентом. То есть каждый же из них старался развивать какое-то свое направление. Может, и повезло, может, и нет. Я считаю, Трамп был лучше. Лучше Трамп, да? А почему? Ну, мне так кажется почему-то. Он больше к народу был ближе. А нам повезло вот за 20 лет с нашим президентом? Да. Почему? Ну, он как-то обращает на пенсионеров внимание, а мы пенсионеры. Ну, мне кажется, что нет. Хотя я не могу ответить на этот вопрос, потому что есть Путин. Если судить по разным странам, у нас Путин уже работает президентом порядка 20 лет, даже больше. И либо это стабильность это хорошо, либо плохо. Здесь нет однозначного ответа. Думаю, что нет. Почему? Потому что у них нету добра в их действиях. Поэтому им не повезло. Какого добра? В чем?
Ну, в политике добра нету. Они несут не добро, они несут зло. Вот именно, скажем так, распространяя свою гегемонию на весь, в общем-то, на весь мир. А нам повезло вот за 20 лет с нашим президентом? Конечно, у нас есть статистические данные, что у нас люди стали жить намного лучше. Повезло с президентом нам. А Америка? А Америке трудно судить. А чем нам повезло? Что у нас один президент и надежно. А как считаете, не должна быть сменяемость власти в стране? Должна быть, но в нашем случае некому заменить. Повезло ли Америке с их 4 президентами за последние 20 лет? Нет, Повезло, а почему? просто не повезло. Америка катится вниз. С Трампом повезло. Повезло. Да. А почему? Ну, потому что он прикольный. А нам повезло? Нет. Ну, последних 2 это точно нет. Который сейчас вот действующий, да, Байден. Ну, простите, ни рыба, ни мясо, амеба. Он не решает никаких вопросов. А Нет. вот нам повезло за 20 лет с нашим одним президентом. Когда первоначально у нас был, да, были какие-то сподвиги, сейчас в последнее время нет. Ну, представляете, 20 лет на одном месте. У нас Брежнев сколько был? Наверное, надо менять. Ну, как говорится, на кого? А мы просто сейчас существуем. И хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Да, мы завтра сделаем, мы завтра сделаем, мы завтра сделаем. Мы с вами все ждем. Но когда это наступит завтра? Поэтому, одного только надо пожелать. Ну, чтобы все-таки завтра было сегодня, а не завтра. Даже не представляю. Повезло, может быть, а может нет. А чем повезло, а чем нет? Ну, то, что все-таки достаточно демократично подходит. Есть и чернокожие президенты, и в то же время политик. Похоже, что демократический закон там действует. Скажите, а нам повезло с нашим одним президентом за последние 20 лет? Трудно сказать, смотря почему судить. То есть по уровню жизни населения скорее нет. По каким-то военным реформам, наверное, да. Я думаю, не повезло, конечно. А почему? Да как-то у них политика какая-то непонятная. Какая непонятная. Давно живу. И вот я вам скажу честно, понимаете, вот лет 8 назад каждый второй говорил за президента. А сегодня каждый второй его ругает. Я не живу в Америке, поэтому мне трудно судить об этом. А как считаете, нам повезло вот с нашим одним президентом? Я считаю, что власть должна обновляться. Постоянно нельзя. Должна быть какая-то сменяемость все-таки власти. Конечно, незаменимых людей не бывает. 50 на 50. Поэтому я думаю, что нужно рассматривать и хорошие стороны, которые американцы получили, и то, что отрицательно повлияло. Можете назвать какую-нибудь хорошую и какую-нибудь отрицательную? Ну, отрицательное то, что, конечно, сейчас идет, происходит с Афганистаном, это ужасно, это люди там гибнут, это катастрофа просто, трагедия для афганцев. А что хорошее, я думаю, может быть, у них экономика стала получше. А как считаете, нам повезло с нашим президентом вот за последние 20 лет? Да, конечно. Он хорошо ведет внешнюю политику, я думаю. Внешняя политика у нас на высоком уровне. Нет. Почему? Война, война, война. Разве это добро? Мы хотим в мире жить. А вместо этого воюют американцы. Со всеми, с кем и только можно. А с кем? С кем воюют американцы? Африка. Зачем подожгли Африку? Что Ливия, что другие страны. А как считаете, нам повезло с нашим одним президентом за последние 20 лет? С Путиным считаю, что повезло. Человек, в общем, жизнь положил на то, чтобы исправить ошибки предыдущих. Нет, конечно. А почему? Да, бардак там, потому что. А в чем проявляется бардак? Несправедливости, в неправде, что они все вот это врут, что у них все там хорошо, что они правдивая демократия, а на самом деле ее нету. Как считаете, нам повезло за 20 лет с президентом? Ну, если в каком плане? В военном плане, да, поднялись, а так, в финансовом, вот, пенсия маленькая у меня, вот я пенсионер, не повышает, только тоже президент вот наш слова не сдержал. Ничего не добавляет, только по телевизору у них добавляют, а на практике нет. Вот так надо менять, наверное, уже президента. Думаю, не повезло. У них всякие там конфликты были очень много. И там всякие конфликты с толерантностью и так далее. У нас такого нет. А нам повезло за 20 лет с президентом или нет? Но у нас так-то в основном Путин решает в нашей стране все. А за последние 20 лет Америке повезло с 4 ее президентами или нет?
Но я считаю то, что дело не конкретно в президенте. Участвуют многие политики, Конгресс. Я бы не сваливался на президентов. Это очень сложная игра, поэтому они марионетки, по мне так. А нам повезло за 20 лет с нашим президентом? Ой, опять же, это кому-то повезло, мне, допустим, не повезло. Это все очень субъективно. Нельзя грести все под одну гребенку. Кто-то живет при Путине прям очень хорошо и не хочет ничего менять. Я бы, конечно, что-то поменял бы. Не знаю, не слежу за такими новостями. А нам повезло с президентом за последние 20 лет? Нет. Почему? Ну, потому что. Ну почему? Ну, потому что не повезло. Что, намного лучше стало? Вам лучше стало? Мне нет. Ну, так и мне то же самое. Ну, с последним точно нет. Почему? Но он там падает вроде с трапа. Про Россию они всякие гадости делают, поэтому мне не нравится это. Мир они не хотят. Нам вот повезло за 20 лет с нашим одним президентом. Ну, хороший президент, да. Но мне кажется, надо менять. Уже пора. Уже пора, да. Конечно. А в чем повезло? Ну, во всем. В чем? В уровне. Нет. А почему? Ну, потому что они тупые люди. Почему тупые? Кто тупой? Да люди там живут тупые, безмозглые, как и у нас. Не со всеми. А с кем не повезло? С последним, с возрастным. Президент должен править. Нам вот за 20 лет повезло с одним президентом. Думаю, что да. Могло быть намного хуже. Повезло только потому, что как могло быть хуже? Нет, потому что это человек со спецслужб. Если бы он был выходец с интеллигенции, с богемы с нашей, это было бы гораздо хуже. Мы выходили все в радуге. Все, понимаете? Сейчас к этому времени вы уже были бы голубая, синяя там и так далее. А он все-таки... Сделал так, что я не стала голубой и синей? Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? О разврате вот этим Запада, который хлынул на все эти советские бывшие республики, потом государства. Наверное, да. Я точно знаю, что они не такие, как мы. А нам повезло вот за 20 лет с одним президентом? Моя мама считает, что да. А вы как считаете? Я не всегда я так считаю. Я считаю, что Россия всегда будет впереди. У Байдена, конечно, интересная политика. А нам как считаете, повезло с нашим одним президентом? Естественно. А почему? Ну, потому что у нас хотя бы цельная страна. Мы можем развиваться, у нас есть прогресс. За Россией есть будущее. Понятия не имею. А нам повезло? Нам стопудово. Почему? Ну, потому что повезло. За 20 лет президентства бывали разные. Трамп ставленник все-таки режима нашей страны, но это мое субъективное мнение на фоне того, что американская, как наша власть называет, пропаганда, все-таки имеет свое место быть. Последний президент Единой Америки, который сейчас называется Джозеф Байден, имеет имя Джозефа Байдена, я считаю, более подходящий для этой страны ввиду его принадлежности к разным областям истеблишмента, который ведет противоборство. Ну, считаю, Америка скоро развалится, Жириновский вперед, все, пока, я бегу. Наш президент за 20 лет, который один, как, хороший или плохой? По той сфере влияния, которая есть в нашей стране, семиместная так называемая, я считаю, что это единственный лидер, именно лидер, который все-таки может сыграть, именно сыграть на руку нашему многострадальному народу. Да, сложно сказать, я не живу в Америке, и мне кажется, в разных слоях населения по-разному. А нам повезло с нашим одним президентом? Смотря с какой стороны посмотреть, я бы разнообразие предпочел. Меня устраивал только Рузвельт в свое время. Мы как-то к нему привыкли, он хоть осторожничал, но все-таки участвовал против гитлеровской коалиции. И что касается этих президентов, у всех одна генеральная линия. Как можно больше нас ослабить. Экономически. Каким образом они это делают? Ну, прежде всего, заставляют заниматься гонкой вооружения. Народ иногда говорит, зачем такие деньги на вооружение? Не на вооружение, а на оборону. А как считаете, вот нам повезло за 20 лет с нашим одним президентом?
Повезло. То, что надо. Именно такой президент должен быть, который закален. ФСБшник, так скажем, или КГБшник, как там называют. Вот эта демократия, вот эта распущенность, вот эта вседозволенность часто может нам боком выйти. За 20 лет Америке повезло с 4 президентами последними или нет? Нет. А почему? И не повезет. Почему им не повезло? А потому что они только языком мелят, а фактически там ничего не значит. Россия была, есть, будет сильнее их, так же, как Советский Союз. А в чем проявляется сила? В умах. В мозгах. А нам повезло с нашим президентом за последние 20 лет? Вот, да. А в чем? Ну, это долгая история. Я думаю, что Америке вообще перестало вести после Рональда Рейгана на президентов. Ну, такое бывает иногда. Экономика США стала очень уязвимой. Ну и, конечно, они свой кризис выносят куда можно, иногда к нам. Скажите, а нам повезло за 20 лет с нашим одним президентом? Ну, во-первых, за 20 лет у нас было 2 президента. Я хотел бы напомнить, у нас как бы Медведев там где-то совершенно случайно. Судя по результатам, вот как бы вот то, что мы видим, да, я бы сказал бы не очень. Как-то вот результат не оправдал ожидания. Повезло ли с бессмертным главой государства нам?